покажу наш местный балчик. Райчик. Иисус вон. Иисус. Ну, индийский стандарт, норм. Кухня. Сделать вытяжение, такая половинчатая уштрасса, на колени будут чуть пошире, вот таким образом. Приподнимаем таз и как бы на одну сторону делаем вытяжение. Вышел немножечко пройтись по нашему району, где мы остановились в Ченнае. Вот, потому что мы сегодня уезжаем в Пандичерри. И, ну, как бы, хочется немножко, пока есть возможность, пока у Маши сейчас она ведет урок онлайн по зумчику, вот, по йоге. Хочется очень, не знаю, впитать, что ли, в себя атмосферу, пройтись по местным улочкам. Надеюсь, меня слышно, здесь очень шумно. Здесь очень шумно. Я до этого записал такое же видео, где я то же самое рассказываю, но там собаки мне просто не дали вообще что-то сказать, они начали просто гавкать на непонятного нового типа, потому что я здесь единственный, ну как, белокожий, ну такой очень бледнолицый тип. Вот, ну и понятно, что даже собаки это видят. Какой-то тип, короче, такой ходит, очень белый, бородатый. Женщина просто вышла, ну, короче, на надземный переход. И, ну, удобно там сари сушить. Вот она повывешивала мокрые сари на лестнице, вывешивает. Они быстро высыхают так на ветру. Она сейчас их за минут 10 высушит. И все, и потом соберет с тазика и пойдет домой нормально. Вот так вот. А мы автобус ждем в Пандичерри. Смотрим вот там. Бананы, краски, бананы, В Индии самые удобные автобусы. И это не самый крутой вариант. Есть еще слипер-бас. Это где вообще койко-места есть. То есть полки прям. Типа, и кто мне там что-то рассказывать будет, что типа в Индии трэш? Нет. Индия офигенная страна.
Цуцики. Цуцики. Коровки. Остановились на чай, туалет и так далее. И на пару булочек. Коровы оскают. Сейчас кто-то получит. Что скажешь? Вкусно, очень. Приехали мы в Пандичерри. Нам 15 минут от автобусной остановки пешком до места, где у нас вписка. Мы стоим под танцевальной студией Машиной учительницы Витхи. Вот, сейчас нам подгонят ключ. Девочки мутят ключ. Сейчас нам подгонят ключ от студии. И мы катим в студии. Вот за спиной у меня уже вписка. Здесь такая большая летучая мышь летает прям. Или это... Наверное, может, это даже летающие лисицы, просто они небольшие. Вот сейчас. Смотри. Надо... Давай. Здоровые гекконы под домом живут на стенах. А он мне самые мажорные показывает, да? Pancholi. Pancholi? This one pushkarni, soup stick, agarbatti. This one woods. Вот я Дерево. вот это хочу. Woods sandalwood. Сандаловый. Сандалвуд. Sandalwood. 40, А, 75. ага. Любой одну какую-то. This one. Привет. Мы сегодня мало снимаем, так как мы в основном приходим в себя после двухдневного трипа. А Маша немножко простыла, ну как акклиматизация, она спит, а мы с Флорой готовим кое-что тут, пишем субтитры. Короче, видео, которое вы сейчас смотрите, делается вот так у нас, в таких условиях, под вентиляторами, по жаре, монтажем, пишем все. Короче, вот у нас тут сразу улица индийская, а здесь, короче, процесс. Положено, но не могут. Мы нашли маркет. Индийский маркет — это радость. Это просто именно радость. Масоны раскладывали, наверное, упаковку. Флора пробует свою первую самосу в Индии. Оно?
Такое даже не делают в индийских крестиках за границей. Смотри, смотри, помидоры подмучивают. Оп, оп. Оп, 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 оп. Смотри. Отмутили помидоры у типов. И вот тут сейчас поедим, да? Смотри, смотри, толкает, типа и мне давай. Привет, привет. Харе Кришна. Короче, мы уже какой раз вот так ходим, видим, каждое утро люди рисуют прикольные узорчики, типа такие, ну как около мандалы такие, знаете, на входе в дома. Вот у нас, кстати, здесь на стенах похожие, сейчас заценю. Вот. Как выяснилось, они называются ранголи. И это как бы рисуется такими красочками, высыпается вот так вот, Обычно берется. это рисовый порошок. Рисовый порошок белый, который. Да. И он красит, Да, его красят. красят. Ага. Вот. И прикол в том, что он, ну, по традиции еще давно, то есть этот порошок потом съедали все птички, животные, и оно как бы это не мусор. Благоприятно, Благоприятно, да. Вот. Это для... Как называется, в согласии с природой, в гармонии. Вот. Короче, они начинают утром рано вставать, то, что мы очень не любим, то, что мы еще не адаптировались к режиму, у нас все сместилось. С 4 до 5 где-то утра, где-то в 4:30, бывает 4 утра, они начинают мести вот так вот, а у нас типа слышимость сильная, мы живем, ну, как первый этаж, ну, у нас одноэтажное здание, и вот это в 4 утра. И оно шкрябает, шуршит. Короче, они выметают себе крыльцо, поливают его водой, делают ачаман, это называется, очищение водой. И потом наносят эти рисуночки уже на вымытое, чистое, очищенное крыльцо. Вот. И делается это все для того, чтобы... Помоги. Чтобы какие-то позитивные, благоприятные энергии у людей, которые проходят в дом, чтобы они от всех негативных как бы очистились. Да, что эти штучки, они забирают негатив, да? Да, вот. и как бы наоборот притягивает приятный, усиливает благоприятный Да. вайб. Что не скажешь по нашему соседу напротив. На сосед напротив, он тупо психопат. Он так орет на свою жену, что... Мне кажется, что ей нужно побольше это рисовать, поярче и почаще. А может вообще его загнать в этот круг. Кстати, в Рамаяне, когда, кто знает историю Рамаяна, когда вот Рама уходил на охоту и сказал другу Лакшману своему, типа присмотреть за Ситой, а Лакшман, Лакшману тоже пришлось уйти. Он сказал, нарисовал это ранголи, Да, и сказал Сите не переступать через вот линию, стоять в этой штуке, в ранголе, в этой мандалке, чтобы демоны никакие не могли пробраться, нечистая сила не могла пробраться туда. Ну, в итоге они и правда не могли. Они не могли, да. Места, где рисуют ранголи, это в основном перед домом, как такой дворик или просто Крыльцо, крыльцо, да. Но часто его можно еще заметить на кухне, там, где пуджу делают, это место алтарное, да. То есть во всех местах, где хотят, чтобы была благость. Я заметил, что основа ранголи, это мое наблюдение, это свастика, то есть пересечение Какие-то линий. симметричные вообще рисунки. Ну, они бывают вообще разные, там, цветные орнаменты, там, цветочки, птички. Я даже женщин видела, это, если ты видишь женщину, то это что-то связанное с историей про сестру Кришны. Субхадра, да. Вот. Тоже история, что она там провинилась, и чтобы искупить вину, ей надо было нарисовать Кришна, да, такое красивое, цветное.
Вот. Но вообще это очень сложно. Я как-то пробовала. Надо очень аккуратно сыпать порошок, чтобы он равномерно сыпался такими линиями и равномерно закрашивались цвета однотонно. Вот. Мое наблюдение про ранголи. Мы не делаем ранголи у нас перед входом, и у нас все время на входе срут собаки. Надеюсь, это только собаки срут. Вот. Ну и я вот, например, я решил начать умыть у нас вход, крыльцо, подметать и наносить ранголи, чтобы у нас не срали. И не парковали тачки, потому что у нас потом не въедешь. То есть это вот мой экспириенс по поводу ранголи, что люди видят, что здесь кто-то живет. Когда не наносится ранголин при входе, они видят, что никто не живет, они машины начинают парковать, они начинают там собаки срать, ну и в общем, вот и результат налицо, вот вся негативная энергетика собирается. Когда есть ранголи, как минимум у тебя на крыльце никто не нагадит и не припаркуется. Кстати, мы в Ченай заметили, помнишь, на заброшку мы ходили, и мы думали, что это заброшка, и поняли, что там живут люди только потому, что там было нарисовано ранголи перед входом. Ну да. Это прикольно. Ну ранголи это называется же здесь, в Тамил-Наду. Нет, тут он называется колан. Колан. А ранголи это общее название индийское. Да. Вот. А на севере? На севере, в Раджастане, оно называется, прикольно, мандана. Мандана, почти как мандала. Да. На Новый год они очень красивые, на Новый год они прям... Даже с всякими такими свечечками. Да, на Новый год это прям вообще какой-то магический объект. Да, ты идешь и как в музее там. Свой авторский конкурс. Да. И вон еще. Эшку всем. Happy New Year. Бэтмобиль. Прикатили сегодня в индийский ТРЦ найти индийский Макдональдс, узнать, чем же он отличается от других Макдональдсов. Вот, потому что 5 лет назад, когда мы были в Бангалоре, мы попробовали индийский Макдональдс. Во-первых, он вегетарианский, и там много вегетарианских позиций. Вот. И еще прикол в том, что у них свои какие-то фишечки есть индийские, и очень интересно какие. Прошу прощения за мой голос, мы немножечко простыли. Собственно, вот можно тут посмотреть, с карты заказать, а можно через наличку. Ну, вечбургеры мы же любим. Тем более нужно проверить, насколько они хуже, чем мои. Не вижу я, покажи. Коук с мороженым. Вот такой бургер, короче. Ладно, бургер уже есть. Маша, вскрывай. Ну, сейчас узнаем. Просто неплохо. Мой бургер вкуснее. Что-то, какая-то котлетка картофельно-овощная.
Ну, мне кажется, тут еще бобовый и перчик какой-то есть маринованный. Тут еще панируется в чем-то. Немножечко еле-еле капусты нарубленной. Не, ладно, немножко. Просить за картошку? Да. Да. А где этот чек? Я пойду спрошу. Она говорит, я забыл, простите. Все ништяк. Забыл тип. Сюда. В общем, в итоге мы заказали горячие напитки, мне фанту, картошку фри, бургер, веч-бургер, конечно же. И ни одно животное, надеюсь, не пострадало. Как тебе мак? Что, как мак? Ну я не знаю. Если нет возможности мне приготовить мои крутые бургеры, то, бро, мак на втором месте. Но, что я могу сказать? Я могу вас подучить немножко, или можете устроиться у меня работать. У меня будет классное заведение. Называться Бургер Кинг уже есть. Илья Бургер Кинг. Не хочешь слово? Птеродактили это. А кто? Птеродактили, да? Летучая лисица. Это они огромные. К учительнице нашей по Каранам квитки заниматься. Илья. Left. Maria, smile in the mirror. Mirror, smile. Ah, acha. Too much emotion. Emotional dog.
Relax. 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 Just one example. Both short. Short. Yeah. So one of you can wear whatever you like to. Yeah. And yeah. So this bangle is also there. Yeah. If you like to wear it, and then this one for you. Водопад. That's the Vadappav. Водопад. You already had one. You don't want this? Yeah, maybe yes. Yes. Cheers. तां तरितज्जं जणुतकदी